Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного от домашней техники. Ну, вы знаете, потому что реальные обзоры и тесты. Вот чего я только не тестировал за 15 лет в теме бытовая техника, но, признаюсь, вот такое устройство не тестировал. Снимать снимали на выставках похожие, а вот чтобы реально поработать с таким нет, не приходилось. Закрываю гештальт и заодно вам покажем и расскажем, что же такое кухонный робот, что он умеет, подумаем, кому пригодится. Ну и, конечно, по всем этим моментам ждем вас в комментариях. А полезные ссылки, в том числе на технику из видео, внизу в описании. Atwell KitchenBot M1, так называется это устройство, этот кухонный робот. Почему, собственно, он робот? Тут смысл в том, что одно устройство объединяет в себе несколько очень важных на кухне функций, сочетает возможности разных кухонных приборов. Робот Atwell может взбивать, перемешивать, измельчать, варить, жарить, тушить, томить, готовить на пару. Можно с его помощью готовить несколько блюд, скорее продуктов одновременно. Есть здесь и интегрированные весы, то есть можно сразу взвешивать все нужные для рецепта ингредиенты. И это, по сути, только базовые возможности, а внутри почти каждой функции еще можно что-то там придумывать, варьировать. Например, можно в вакуумный пакет упаковать продукты и готовить на пару или в воде при температуре 55-70 градусов. Вот вам и приготовление методом су-вид. Честно говоря, глаза разбегаются, как говорится, и даже немного страшно, к такому девайсу приближаться. Согласен, даже мне с моим опытом немного боязно. Так начнем экспериментировать, готовить, чтобы этот страх нового у нас поскорее прошел. И мы специально не звали повара какого-то профи, знаете, потому что я хочу понять, как с этим роботом работать обычному юзеру. Не слишком ли сложно, все ли удобно и понятно. Едите на завтрак манную кашу? Я нет, но хотел бы, потому что детсадовские времена ненависти к ней у меня давно прошли. Я знаю, что она может быть так реально очень вкусной. Тут ведь еще как приготовить. Вот и посмотрим, как с этим справится Atwell KitchenBot M1. Ну что, манная каша получилась. Я давно ее не ел и давно не ел, честно говоря, такую вкусную. В целом, приготовление занимает не больше 15 минут, весь процесс. Так что даже утром, особенно если заранее подготовить ингредиенты, можно успеть накормить всю семью. Собственно, сам девайс, корпус с мотором, панелью управления. Основная чаша, так или иначе, участвует во всех кулинарных процессах, на которые способен этот кухонный робот. Она металлическая, объемная, легко устанавливается и снимается. Из нее без проблем вынимается шпиндель для насадок, и ее можно мыть в посудомоечной машине. Шпиндель, кстати, тоже. Сам корпус с мотором не надо, а вот чашу без проблем. Чаша с крышкой и мерным стаканом-дозатором. Одна из основных насадок — многофункциональный нож. Он похож на блендерный, но такой большой и нужен, чтобы измельчать, перемешивать любые продукты. Кстати, про этот нож мы еще увидим его в работе с разными продуктами, но сейчас сделаем пудру из сахара. Слушайте, получилось реально круто, сахарная пудра так легко у нас вышла. То есть, если дома ее нет, в магазин бежать лень, доставку ждать долго, а вам для чего-то срочно нужна, то взяли сами и приготовили быстро. Еще орехи измельчим тоже часто нужно для разных рецептов. Да просто мороженое посыпать, например. Как видите, и с этим, с измельчением таких твердых продуктов, тоже кухонный робот справляется. Дальше лопатка для замешивания. Это чтобы тесто готовить.
Мы сегодня с ним работать не будем, ну, знаете, все сразу не приготовишь. Лопатка для жарки, когда вам надо что-то поджарить, там обжарить, эта насадка как раз помогает перемешивать, да, она перемешивает продукты, чтобы, ну, ничего не пригорало и равномерно обжаривалось. В большинстве рецептов с этой задачей, в принципе, справляется вот этот нож многофункциональный. Но порой лопатка просто удобнее, если, скажем, ну, вы хотите сварить варенье, там, да, не повредив ягоды, да, ну, окей, супер. Так, чтобы взбивать, перемешивать продукты, есть венчик-бабочка, так называется эта насадка. Чтобы готовить разные продукты, отваривать, например, что-то, есть вот такая корзина сито, она устанавливается внутрь чаши, ну, когда участвуют в процессе приготовления чего-нибудь вкусненького. Наконец, корзины пароварки, их тут две, есть такая глубокая, есть неглубокая, можно одновременно несколько блюд готовить. Все это вместе устанавливается вот в рабочем режиме на основную чашу. Такая уже немного даже устрашающая конструкция получается, да? Но главное же результат. Ах да, есть еще вот такая вот лопатка вспомогательная, если что-то надо там со стенок чаши, например, переместить вниз, там помешать, об этом тоже подумали. Приготовим-ка с помощью этого кухонного робота популярную и любимую многими закуску – паштет из куриной печени. Я его очень люблю, и у меня мама такой готовит. Очень вкусно. Вот и сравним мамин паштет с паштетом робота. Дожили. Ну, что я могу сказать? Реально вкусный паштет. Ну, против маминого паштета все равно сложно найти оружие. Для меня он самый вкусный. Но вот этот наш с кухонным роботом Atwell паштет тоже очень даже. Сами, если приготовите, напишите потом в комментариях. Вообще, не забывайте делиться опытом взаимодействия с бытовой техникой в комментариях. Мы это очень любим и ценим. Пробежимся по управлению. Тут тоже интересно и вполне соответствует концепции кухонный робот. Большая такая сенсорная панель, никакого множества кнопок. Это и современное, и в смысле содержания в чистоте правильно, ну, протер мягкой тканью и все. Есть только один поворотный регулятор, которым устанавливаешь вот нужные настройки и подтверждаешь выбор. Вот тут в нижней части как раз иконки основных функций. Можно задать время работы для любой из выбранных там функций или программ. Далее весы интегрированные от 1 грамма до 5 килограммов. Тут значение с шагом в 1 грамм. Ну, то есть это реально кухонные весы в этом устройстве. Следующее сенсорное поле — это иконка выбора автопрограмм. Да, они тут есть, их целых 18, из них большинство — это именно кулинарные процессы, за исключением автоочистки чаши. Тут вам и режим смузи, измельчения, мясорубки, супы, обжарка, тушение, смешивание, замес теста, йогурт, каши, ризотто. Приготовление на пару. Вот и я, кстати, взял и приготовил на пару любимое блюдо зожников, и не только, стейки кижуча с овощами. Все приготовилось одновременно, за 20 минут. Пришел с тренировочки, навернул. Отмечу, кстати, что автопрограмма — это, ну, не константа. Вы можете под конкретный продукт, блюдо, ваш рецепт автоматически поменять. Вот некоторые установки внутри автопрограммы в каждом конкретном случае. Дальше скорость работы, вращение универсального ножа и других насадок, ну, чтобы выбрать интенсивность там, измельчения, перемешивания, взбивания. По сути, это скорость вращения шпинделя, на него же насадки все устанавливаются. Потом выбор температуры приготовления, выбор уровня мощности нагрева. Ну, это как вы у варочной поверхности вот выбираете мощность зоны нагрева, так и здесь. Ну и режим турбо для самых нетерпеливых, когда у вас сразу самая высокая скорость вращения насадки, например, ножа. Это как у блендера, вот импульсный режим, да? Ну, вы же понимаете, да, что, в общем-то, вся вот эта история, названная кухонным роботом, это, ну, по сути, хорошо прокачанный стационарный блендер. Его, скажем так, дальнейшее развитие. Как вам оно, кстати? Правильной ли дорогой, на ваш взгляд, пошел блендер? Welcome в комментарии.
Изучаем кулинарные возможности этого кухонного робота, так ли все просто и удобно. Готовим грибной суп-пюре. Ну, смотрите, что у нас получилось. Реально суп-пюре. По-настоящему, кстати, вы можете его либо совсем сделать таким жидким, либо какие-то кусочки, небольшие вкрапления оставить. В общем, по вашему желанию. Но я констатирую, что робот справился с приготовлением грибного супа-пюре. Хороший вопрос. А кому вообще все это великолепие, этот кухонный робот нужен? Ну да, ценник не космический, вопреки тому, что можно было бы, наверное, ожидать, да, там не 100 тысяч, и даже не 50, и даже не 30, ну так и что теперь? Кому, в каких условиях, ситуациях он точно пригодится? Вот наша версия. На маленькую кухню, ну потому что реально этот робот, он же заменяет немало кухонных приборов. Там блендер, пароварка, измельчитель, даже мясорубка, миксер, мультиварка, йогуртница. Это я еще не все, наверное, вспомнил. Если кухня маленькая, то такой робот вполне вариант. Жителям мегаполисов, которые вечно в работе, в заботах, и вот нет времени погружаться в тонкости кулинарного мастерства, тоже пригодится. Тем, кто живет один или даже паром, ну потому что быстро и легко можно приготовить себе 1-2 порции еды, может даже чуть побольше. Кому еще? Ну мамам с маленькими детьми, например, потому что возможность готовить йогурты домашние, любые каши, подогревать еду до необходимой температуры с точностью до градуса, это все можно делать с помощью этого кухонного робота. Тем, кто не доверяет ничему, что продается в магазинах, в которых, как известно, одна химия, можно отказаться от магазинных паштетов, варений, там, пюрешек, йогуртов и прочего ядовитого ужаса и готовить все самостоятельно и быть уверенным в качестве продуктов, отсутствии консервантов и прочих ГМО и вредностей. Тут, кстати, есть автопрограмма, которая, по информации производителя, очищает фрукты и овощи от пресловутых пестицидов. Там вода 50 градусов, все в корзине промывается через движение жидкости. Так что ЗОЖ на 200% такой. Собственно, сюда же и зожников, потенциальные пользователи вот этого кухонного робота, тоже записываем. Возможно, такой робот еще заинтересует кулинарных гедонистов, знаете, людей, которые уже неплохо готовят, но хотят расширить свои умения и возможности кулинарные. В принципе, такое устройство может этому поспособствовать. Почему нет? Тут, кстати, кулинарная книга в комплекте, и обещают еще производитель море новых рецептов, в том числе и близких нашей такой российской кулинарной традиции. Вообще, вот эти рецепты, которые мы используем в этом видео, это уже вот из новых, это пополнение, но будут еще. Наконец, профессионалы могут заинтересоваться таким роботом. Разные там кулинарные блогеры, например. Ну просто подобные устройства явно заходят под кондитерские дела. Для приготовления соусов и всяких сложных блюд, требующих, точных температурных режимов, например. Вот какая большая поляна получилась. Всем нужен такой кухонный робот. Пишите в комментариях, что, на ваш взгляд, мы тут сейчас притянули за уши, а что реально было в тему. И вообще делитесь своими мыслями насчет Atwell KitchenBot M1. Да, для финала мы решили взять такое, нелегкое вообще-то блюдо, как плов. Я вот до сих пор вспоминаю плов в Узбекистане, конечно, Самарканд, Бухара, он там отличается везде свои рецепты и очень вкусный. А у нас тут в некоторой степени роботизированный плов. Слушайте, я все понимаю, в комментариях напишут сейчас, что настоящий плов, он только в казане, на огне, вот это вот все. И я полностью согласен. Так гораздо круче. Но если на вашей кухне вам, увы, негде развести огонь, поставить большой казан, позвать всех соседей на плов, то вот такой плов, который мы сделали при помощи Atwell KitchenBot, это отличный вариант. Это правда очень вкусно, так ярко, насыщенно и необычно, да. Робот, черт побери, приготовил плов. С небольшой моей помощью. Итак, как я люблю говорить, вы все видели сами. Мы близко так познакомились и хорошо протестировали кухонного робота Atwell KitchenBot M1.
Я скажу так, мое главное опасение было не в том, что мы что-то не приготовим, а в том, что мне с ним будет как-то неудобно, что-то не продумано будет. Эти вот разные насадки, там, меняй, крышку закрывай, открывай, кнопку нажимай. А получилось, что я довольно быстро к этому девайсу привык, и он оказался, несложным, я бы даже сказал, довольно простым в реальной эксплуатации. Очень важно, что мыть все практически, вот все основные рабочие элементы, насадки можно в посудомоечной машине. Важно, что все несложно устанавливается. Опять же, вот насадки, все, чаша. Может, немного надо привыкнуть, конечно, но потом, в общем-то, все на автомате, как говорится. Смотрите, его многофункциональность — это глобально плюс, конечно. Наверное, не всем вы будете пользоваться, если будет у вас такой робот. Да, я с этим соглашусь, окей, но вы будете использовать те функции, возможности, которые вам реально часто нужны, а если захочется каких-то вдруг экспериментов кулинарных, то не надо будет покупать дополнительный прибор какой-то. Возможно, в этом уже есть нужная вам функция, скорее всего, так оно и есть, среди множества его функций. Понимаете, да, в чем тут смысл? И экономия места на кухне, он ведь заменит несколько приборов, и экономия денег даже, потому что, если покупать все приборы, которые он может заменить по отдельности, это, скорее всего, обойдется дороже, чем вот он стоит. Из минусов я, наверное, отмечу, что, на небольшую семью такое устройство, конечно, ограничения есть по объемам того, что вы вот за раз готовите. Еще я помню, как-то мы снимали на выставке в Берлине, и там было подобное устройство. Так оно еще умело натирать продукты, шинковать, вот ломтиками, знаете, резать. Раз уж назвался кухонным роботом, давай уж, по полной. Тут этих функций нет, но производитель говорит, что будут другие версии робота. Ссылка на уже существующий Atwell KitchenBot M1 в описании видео. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, хотя из некоторой техники, может, и можно было ее сделать, шутка ли, кухонный робот. И все же наша цель рассказать, как она реально работает и какая от нее нам с вами реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в кухонных роботах. Заходите еще на Toster.ru. Есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!